Здравствуйте, дорогие друзья! Фан-клуб Димаша Кудайбергена разрастается, и это уже большой фандом, где он насчитывает миллиардное количество поклонников таланта Димаша Кудайбергена. Американский фан-клуб имеет особое значение. Один из фанатов Димаша, JK Info артист, который вот уже 3 года находится под огромным впечатлением от песни SOS, представленной в YouTube, вспоминает, что YouTube в один из дней просто порекомендовал к просмотру видео SOS Димаш Кудайберген. И с того времени он фанат Димаша. 2 дня тому назад мы провели с ним лайвстрим. Почему именно с ним? Во-первых, нас заинтересовало то, что JK имеет прямое отношение к музыке. И не просто как певец, обладающий сильным голосом, а как преподаватель, автор книг об американской поп-культуре, об обществе. Он основатель Info Art Cafe, своеобразного сообщества друзей по музыкальным и научно-культурным интересам. JK со своими друзьями в кафе обсуждает проблемы музыкального творчества в Америке и во всем мире. Именно там JK встретился с Крисом Адамсом, не просто певцом, обладающим прекрасным голосом, но и полиглотом, который учит JK русскому языку. После песни «Любовь уставших лебедей» JK твердо решил, что ему нужно изучать русский язык, ведь песня всегда лучше звучит на языке оригинала. Он сделал кавер на эту песню, которую он записал вместе с Крисом Адамсом. Она называется «Димаш мотивирует американцев на изучение русского языка». Так песня «Любовь уставших лебедей» понравилась JK, что он ни на минуту даже не задумался, что Димаш это нужно изучать в первую очередь через казахский язык. Ведь Димаш казах, и значит, если ты хочешь исследовать Димаша как личность через его творчество, то нужно прийти к нему через родной язык Димаша. Это казахский язык. Наш общий друг Фабио Кассали, который давным-давно с творчеством знаком Димаша Кудайбергена, сразу ощутил связь между собой, итальянцем и казахским народом. Он исполнил несколько каверов на песни Димаша на казахском языке. Фабио тщательно изучал интонацию, произношение песен на казахском языке. Ничего не остановило его. И то, что итальянский и казахский относятся к разным языковым семьям, и то, что в любом случае будет акцент. Несмотря на все это, Фабио прекрасно исполняет каверы Димаша. Он молодец. Вопреки всему он говорит: «И все равно меня ничего не остановит. Я встречусь с Димашем и напишу ему песню. Это моя мечта, и я от нее никогда не откажусь». Мы делали специальную передачу о Фабио Кассали. Посмотрите ее, пожалуйста. Ссылку мы оставим в описании. Mahabbat bir mahabbat, mahabbat bir mahabbat bir mahabbat, şuriki kostagan, şalım farab, özünün mastahan. Mahabbat bir mahabbattır, mahabbat bir mahabbat. Yeşkaşan yeşkindi yeşkets olmahan. Сегодня наша передача посвящена JK Info артист. Мы вспоминаем вчерашнее интервью. Оно продлилось 1 час 45 минут. На передаче мы поднимали множество вопросов. Среди них был такой вопрос. Димаш готовился всю свою жизнь быть профессиональным певцом, и в этом ему способствовали его родители. Они бережно передавали свое ремесло своим детям, и Димаш достойно несет это звание быть певцом, артистом. Я думаю, сложился семейный бизнес, где каждому отведена своя роль. Сын певец, народный любимчик, папа продюсер, мама, дедушка и бабушка главные эксперты по ведению семейного бизнеса. JK Info артист понравился этот вопрос. Он подчеркнул, что в семейном бизнесе каждый в команде должен играть свою первую скрипку. Димашу он порекомендовал учиться на MBA. JK считает, что Димаш в любом случае будет обладать PhD в своей научной области. Как он сказал, Димаш сочетает в себе творчество и академичность, но Димашу просто очень нужны знания, которые он может получить, обучаясь MBA. Тем более, что Димаш собирается работать в будущем в Америке. А как ни в Америке, рынок шоу-бизнеса настолько развит, что только тот, кто владеет грамотно своим делом, тот и будет успешным.
Успех в шоу-бизнесе связан в первую очередь с образованием, с опытом, приобретенным именно в американской шоу-индустрии, и, конечно, с растущими, творческими, пока еще не реализованными амбициями Димаша. Все мы находимся в небольшом, в хорошем смысле слова, шоковом состоянии после недавно представленной на Spotify песни Димаша «Be With Me». Почему этой песней Димаш потряс нас всех? Кто-то увидел здесь Димаша в образе Майкла Джексона, кто-то Стиви Уандера. В любом случае, мы все рады новому масштабному скачку на творческом пути Димаша к его заветной статуэтке Грэмми. Джей Кей, как культуролог, увидел параллель между Димашем и Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Битлз. Он вспоминал: в 1963 году Битлз ворвались внезапно в Америку через появление их песен на радио. Так же, как и Элвис Пресли, он взорвал своим появлением американское общество. Джей Кей считает, что Димаш просто взбудоражит весь мир. Он сравнивает Битлз с Димашем, говорит, что когда-то Битлз помог американскому обществу оправиться после трагедии, которая случилась в 1963-64 годах. Напомню вам, что в это время выстрелом в голову была внезапно оборвана жизнь американского 35-го президента Соединенных Штатов Америки Джона Кеннеди. Битлз была как мессия, когда 7 февраля 1964 года ворвалась во все американские чарты. И Джей Кей с гордостью сообщает нам, что первые концерты Битлз были недалеко от его дома в Вашингтон-Ди-Си, в Колизее, а также затем в Карнеги-холле в Нью-Йорке. События в США свидетельствовали, что после Великобритании и Германии The Beatles завоевали популярность уже во всем мире. Джей Кей считает, что осталось совсем мало времени, когда Димаш также неожиданно ворвется в музыкальную индустрию Америки после мирового локдауна и ущербности во всех сферах нашего общества из-за пандемии коронавируса. Вчера утром я увидела в Инстаграме новое фото Димаша в новых образах. Мне показалось, что они очень близки к образу Элвиса Пресли, Майкла Джексона и Битлз. И я вспомнила слова Джей Кей. Битломания – это не только музыка, но и стиль, одежда, прическа. И я незамедлительно, конечно, написала письмо Джей Кей. Посмотрите сами. Неужели и вправду Димаш решил покорять американский шоу-рынок с новым смешанным стилем а-ля Майкл Джексон и Элвис Пресли? Дорогому и очень близкому для любого американца. Кожаная куртка, зауженные брюки, замшевые с длинным носом туфли. А прическа? Прическа, уложенная под Элвиса Пресли. Димаш готовится к покорению Америки. Он тщательно изучает все, от стиля до музыки. Димаш непредсказуем. Он как шторм ворвется в музыкальное пространство Америки. Это будет сенсация. На этой прекрасной ноте я хотела бы завершить наше видео. Еще раз хотела бы вам напомнить о том, чтобы вы подписывались на мой канал, делились этим видео со своими друзьями, ставили свои лайки и обязательно писали комментарии под видео о вашем впечатлении о нашей передаче. До свидания, до новых встреч!